Итак, друзья, студия «Маяка» в Осло, Ольга Шелест, Антон Камолов. У нас в студии Александр Рыбак, победитель Евровидения 2009. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Александр. Мы спросили Александра сразу, хорошо ли он говорит по-русски. Он сказал, что не очень, но я так понимаю, что пришлось в связи с победой и востребованностью в России немножко подучить язык. Ну, несколько фраз я знаю. Прекрасно. Мы попробуем задавать вопросы таким образом, чтобы именно эти фразы вам пригодились. Спасибо. В ответ. Александр, ну первый вопрос, который, я думаю, возникает не только у меня, вообще и у зрителей, и в России, и где бы то ни было. Что получает победитель Евровидения? Ну, все знают, вот, например, девушка, если побеждает в конкурсе «Мисс Вселенная» или «Мисс Мира», она получает контракт, она получает корону на год, она обязана ездить много-много всяких... Тойоту Короллу. Корону? Корону. Ну хорошо. Может быть и Короллу, да. И много-много ездить на протяжении следующего года. И потом, когда она корону передает следующей девушке, тогда она становится более свободной. А на Евровидении есть какие-то обязательства? Нет. Вообще ничего? Я получил много возможностей. Именно музыкальных, таких творческих? Ну, не обязательно музыкальных, но творческих, да. Я, например, участвовал в разных фильмах. Как актер? Да, в норвежских фильмах. А еще и в русском фильме «Супергерой». Не, подожди, «Черная молния». Вот, да. А мы видели, да. Там, видели клип, да? Да. Там, где саундтрек к этому фильму, заглавная песня как раз ваша, да? Да. Очень интересно, что... Бекмамбетов. Не, как его зовут? Бекмамбетов, да. Тимур Бекмамбетов, да. Ага. А как он? Что он пригласил меня, это лично звонил? Нет, я постучал ему в дверь и сказал. Нет, серьезно. Нет, я просто знаю, что иногда и музыканты сами стучат, а в вашем случае... Серьезно? Да, бывает. Нет, так я не знаю, где он живет даже. В какую дверь постучаться? Да. Ну, то есть это... Нет, мне интересно просто, это такой личный был контакт? Сам Тимур Бекмамбетов позвонил Александру Рыбаку? Я очень... И у меня такой... У меня не самый лучший норвежский менеджмент был в прошлом году, так что они сказали, ну, там какой-то режиссер тебе предлагает, но он, я даже не знаю, он как-то не очень хорошо по-английски разговаривает. Фамилия странная. Да. Но, тем не менее, все состоялось. Это предложения продолжают сыпаться или по прошествии года? Да. И сейчас у меня, кстати, новый менеджер. Он просто ангел. Он норвежец? Да и сосед. Ангел и сосед. Норвежец. Да. Здесь живет. Ну и у меня и очень хорошая компания в России, Universal, Лена и Дима. Это очень хорошо, когда по-настоящему артист дружит со своими сотрудниками. Да. Это правда. Но Александр сейчас находится в Осло не только потому, что он будет участвовать в Евровидении. Потому что у меня еще... Новый дом, здесь, да, квартира. И надо пыль вытирать правда, что на Акербриге вы переехали? Да. Хотя я не думаю, что это... Открытая информация? Русские понимают, что это такое. Ну, Акербриге, это я поясню нашим слушателям, это, наверное, самое такое туристическое место, да, это центральная пристань, там раньше были верфи судостроительные, сейчас осталось одно старое здание верфи, вместо остальных верфей построили новые дома, и я так понимаю, что это такой престижный район. Очень современные здания. Да, и там много туристов, много ресторанов. Ну и я. Да, и вот Александр... Все равно живет на Красной площади, наверное. Потому там много туристов. Да. А не мешает, кстати, то, что тут же есть район, который, вот не знаю, как он называется, за Королевским дворцом. Туда. И там он такой более тихий, спокойный. А на Акербриге там все время туристы, там тусовка. Да, но туристы тоже спокойные. Здесь нету шумных туристов? Да. Русские Наши туристы очень спокойные. Это хорошо. Ну и, в общем-то, в связи с тем, что вы здесь, Александр, вы еще сделали паузу в своих гастролях и просто сочиняете музыку для нового альбома, да? Ну, вообще-то все уже сочинил. Ага. И когда ждать нам новый альбом? Новый альбом, я не знаю, как в России, а в Норвегии мы выдаем его 14 июня. Уже совсем скоро. А презентация здесь будет в Осло? Да. А это альбом на каком языке? На английском. На английском? Вот, кстати, тоже мне интересно, я так понимаю, что в Норвегии практически все люди, достаточно, по крайней мере, с кем там я сталкивался, как турист, они почти все говорят по-английски, говорят хорошо. Очень хорошо. То есть здесь, если артист выпускает альбом на английском языке, его принимают нормально, да? Потому что в России совсем по-другому. Да.
Да, в России, как правило, все стараются выпускать именно русскоязычные альбомы, чтобы быть понятным рядовому слушателю и так далее. А в Норвегии, если артист поет не на норвежском, а на английском, то нормально воспринимается? Вообще не имеет значения. Да? Да. А на норвежском языке песни будут? На нет, нет. Он полностью англоязычный. Ну, одна песня, рэп. Норвежский рэп? Да. Интересно будет послушать, да. Вопросы от наших слушателей. Митин Юрий задает. С каким лейблом у вас заключен контракт, я так понимаю, с Universal? И приезжает ли Александр с сольным концертом в Россию в этом году? В этом году я точно приеду, только именно когда это я еще не знаю. И это будет большой сольный концерт? Или это будет какая-то тоже смешанная? Ну, сольный концерт, я не знаю, маленький или большой, но приеду. И с моей командой новой, три девушки. Три девушки, они что делают? Музыканты, бэк-вокал. Они ничего не делают, просто танцуют. Просто команда. Просто они не, серьезно, они очень-очень хорошо на скрипке играют, и еще и подпевают. От Нидзуми такой вопрос. Александр, я слышала в Fairy Tail, вы писали про реально существующую девушку. После Евровидения она вам позвонила. Какие с ней отношения в данный момент? Очень интересна ее судьба. Ой, мне тоже очень интересна ее судьба. Я не знаю. Ездит 3 девушки. То есть эта песня не была посвящена какой-то девушке? Конечно, была. Только я также любопытен, как... С этой девушкой никакой связи нету, да, нет, сейчас? к сожалению. Я так понимаю. То есть она не объявилась, она не поняла, что это песня про нее? Она знала, про нее, но просто сейчас она женится. Вы не хотите разрушать это или что? Я совсем ничего не трогаю. Я написал песню, все сделал, что мог. Все прекрасно. Только в конструктивном ключе. Да даже новую девушку встретил. Да и она меня покинула. Ну, артисты, да, понятно, постоянно на гастролях, в творческом поиске. Как с вами? Ну, вообще-то не. Я как раз, когда я был в этом творческом поиске, она как раз меня очень-очень любила, да? А потом я вдруг уже стал думать, что ну все, это вот моя девушка. И сейчас начал отменять, гастроли отменять, ей подарки покупать. И мама ее меня очень любит, но это, конечно, портит все. Так что я подумал, и какой он интересный. Сейчас он только со мной сейчас будет? А где все другие девушки? Так что она норвежка. Да. Какие норвежские девушки, странно. Я слышал, что вот в вашем номере, то, что вы играли на скрипке, что на самом деле это не скрипка, к которой привыкли обычные зрители, слушатели, европейская, а это какой-то национальный норвежский инструмент, который похож на скрипку, но немного отличается. Есть такой инструмент, называется хардингфеля. Но у вас была обычная скрипка? Обычная скрипка, но я пробовал так подстраиваться под фольклорную музыку, и тогда можно было подумать, что это фольклорный инструмент. А сами норвежцы, кстати, вот мы приехали буквально через день, через два после Дня независимости, и говорят, День независимости очень красивый, очень яркие национальные костюмы. Даже мы, приехав через несколько дней, там тоже были праздники, видели много людей, молодых людей в национальных костюмах. Вообще, даже несколько дней после. Ну, вообще-то Евровидение это тоже такой большой праздник, и раз это май, так наверняка люди хотят просто продолжать. Норвежцы любят вот именно свою культуру, там костюмы, фольклорная музыка, традиции какие-то. Насколько они следят за этим? Я не знаю, я не норвежец, но... Как не норвежец? Я думаю, что любят. То есть вы никогда не наряжаетесь в эти вот... У меня, к сожалению, еще нету таких. Бюнад называется. Как? Бюнад. Бюнад? Да. Ну, это подрасти надо. Красные или голубые, белые. Шевченко спрашивает, Саша, как вам наш Петя? И за кого вы болеете на этом Евровидении? Да, видели ли Петра Налича? Я видел, и... Он мне очень нравится, но честно слово, песню я слышал, но забыл. Я не помню ее. Вот я вчера не запоминающийся. Не совсем, да. Я вчера был на полуфинале, песню Налича я запомнил просто потому, что я ее услышал неоднократно до этого, а остальные мне показалось, что во вчерашнем полуфинале мало именно песен, у которых запоминается мелодия. Вот вы так не обратили внимание? Единственная песня из вчерашнего полуфинала, которую я знаю, это белорусская. Потому что я сам белорус. Следите. Интересно было посмотреть. Но, к сожалению, я не мог следить вчера за полуфиналом, потому что я играл на эфире с
как называется? Немецкая. Ну, с немецкой девушкой. Лена, которая. Лена. Кстати говоря, вот как Лена, потому что мы слышали, что ей букмекеры, специалисты, все считают, что именно она победит. Ну, я тоже надеюсь. Да? Что вы хорошая, красивая. Да. А как же ваш красавчик из Норвегии? Невероятно симпатичный парень. Но я считаю, она еще красивее. Я надеюсь. А кто представляет Норвегию? Как его зовут? Дитрик. Дитрик. Да. Тебе нравится он, да? Мне понравился. Ольге понравится. Поженилась бы с ним? Хотя бы пока в Осло. Да, конечно. Это получить гражданство с удовольствием. Хотя бы фиктивный брак. Ну, действительно, да. Хотя переехать, бы так, ну, не на Акербриге, ну, где-то там. Ну, где-то, да, в этом районе. А он известный вообще в Норвегии? Ну, конечно, известный. И мы очень дружим с ним. Мы из той же самой школы. Музыкальный? Да. Очень интересно, потому что... Ой, как называется? Принципал школы. Директор школы. Он пробовал так 4-5 лет типа продвинуть эту школу, чтобы все знали, что это самая серьезная школа в Норвегии, чтобы и сейчас наконец-то, когда она известная стала, она типа стала школой Евровидения. Вот так вот, выпускники там учатся. А он просто занимается музыкой, да? Вот я приведу пример. В прошлом году Россию представляла девушка, которая с «Фабрика звезд» называется в России, это Star Academy, да, American Idol и так далее. В этом году Петр Налич, он стал популярным благодаря интернету, как интернет-артист. А вот Дитрих, который Норвегию представляет, он просто музыкант в музыкальной школе? Да, он стал просто известен после национального Евровидения. Национального Отбора, да. То есть до отбора он таким популярным артистом не был? Такой молодой... Я его представил там на оперном концерте в прошлом году. Я с ним сыграл Торно Соренто. Итальянская очень красивая пьеса. Да. Молодец. Просто мы очень разные, да. Он такой вежливый, такой хороший парень, а я такой, я не знаю. Хулиган. Да. Давайте сделаем небольшую паузу в нашем разговоре. Друзья, Александр Рыбак, победитель Евровидения 2009 у нас в гостях. Если есть вопросы, задавайте. Радиомаяк.ру, форум Ольги Шелест, Антона Камолова. Номер для смс-сообщений 5533. Не забывайте вначале писать слово «Маяк». Можете также позвонить на московский номер 225-3377, код Москвы 495. А мы сейчас послушаем песню Александра Рыбака, которая, я думаю, широкому слушателю в России, может быть, и неизвестна, поскольку это и не Fairy Tale, и не песня из «Черной молнии». В общем, слушаем, после новостей продолжаем нашу беседу. С удовольствием. Антон Камолов и Ольга Шелест из Осло. У нас в гостях Александр Рыбак. За кадром мы, конечно же, пытаем Александра, как здесь в Норвегии, как относятся к иммигрантам. Про детей даже расспросили, которые фанаты. Дети приходят домой к Александру, да, и родители кормят их конфетами. Вот, кстати, но они приходят не за конфетами, они хотят увидеть Александра, взять автограф. Да, но приходится есть конфеты, потому что Александра никогда нет дома. А бывает и наоборот, дети приходят поесть конфет к Александру домой, а им достается только дома. автограф. Правда ли, что норвежским детям все позволено, спрашивают наши слушатели. Как воспитывают детей норвежцы? Гораздо, как называется, привольно. Свободнее, да. Да, чем в России. То есть, в России очень строгая дисциплина. Да, очень... вы ощутили это на себе здесь, в Норвегии? Ну да. Когда я приехал, ну сколько мне лет было, 6-7, когда я приехал в Норвегию, и мне так все легко было. Там мама, я помню, там однажды я пришел домой, и мама сказала, ну давай, Саша, занимайся. Вообще-то я не хочу. Так, и что сказала мама? И маме ничего не оставалось делать? Да, нет, к сожалению, она все-таки показала, что она... Главное. Сохранила, ту еще систему воспитания. Такой вопрос. Так, Александр, кто вам пишет песни? Вы сами или кто-то еще? Аленка спрашивает. Ну, пока что я еще никогда не спрашивал других писать песни. То есть для меня. Альбом, который у вас, например, выйдет в июне? Это большинство песни, это мои. Да. Но зато я очень люблю находить хорошие каверс. Ну да, делать перепевки, кавер-версии. Да. Я пробую находить такие чуть необычные, которые еще не слышали. Например, там...
уже совсем забытый Beach Boys песни, например. Мне очень нравится Beach Boys. Здорово. Так, Ирина спрашивает: Александр, у меня такой вопрос. В каком направлении музыки вы работаете, в каком хотели бы себя попробовать? Сейчас у вас свои мотивы, Скандинавия, такой стиль кантри. Мне нравятся ваши песни, очень полюбила песни, и клипы красивый, пейзаж, горы, скрипка у вас в руках. В общем, в каком направлении двигаетесь музыкальном? Это очень правильный вопрос, потому что сейчас в моем новом альбоме минимум, я не знаю, 7 разных жанров. И это не так, что многие другие артисты, они совмещают многие жанры в одной песне. А я очень люблю очень чисто относиться к жанрам. Типа, первая песня мюзикл, вторая совсем хард-рок, третья поп, четвертая блюграсс. Но при совсем этом разные весь такие альбом стили, да, но все равно это слышно, что это все равно я пою, играю, потому что я и использую скрипку в каждой песне, чтобы это типа. А слушатели как относятся? Вот, например, там в России, например, есть поп-артист какой-нибудь, да, он стал популярным именно как представитель поп-музыки, и потом он хочет сделать что-то другое, не похожее на то, что он делал раньше. И слушатели не очень нравятся, его хотят видеть именно вот как впервые увидели и привыкли. А в Норвегии? Это, я не думаю, что это такой стереотип. По-другому в Норвегии, потому что нужно знать, почему ты стал артистом, да? Но кроме этого можно же экспериментировать. Сейчас, когда я экспериментирую на моем новом альбоме, так я знаю, что, конечно, он не будет так же популярен, как в прошлой. Но зато я буду помогать то есть это такая осознанная людям. Типа развивать культуру. Музыкальный вкус. Кстати, многие спрашивают, с кем в дуэте хотелось бы записать. Может быть, кто-то из российских исполнителей? Я бы, знаешь, что я бы трио с Тату спел. С Тату? Почему? Хорошие девушки. И очень-очень продюсер у них хороший. Или они сами пишут. Нет, я думаю, что есть продюсер, да, и они сейчас все обе занялись сольными карьерами. Ну, это глупо. Коротко, но по существу, это глупо. Пока ваши слова полностью подтверждаются на российской сцене, да, у них как-то сольными карьерами не очень задается у девушек. Но, может быть, на самом деле бывает такое, что они расходятся, артисты, сольные карьеры не очень получаются, они обратно сходятся вместе, тут и вы подоспеете. Например, такой вопрос. Алеша Попович, который смотрит и видеотрансляцию из Осло, спрашивает: Александр левша, что ли? Антону левую руку для пожатия протянул. Действительно, когда Александр вошел в студию и протянул для пожатия левую руку, я левша, на самом деле, я подумал, из уважения ко мне, но я левша, но вынужден правой рукой все равно обычно здороваться. Ну что, молодец. Я не левша, но все равно должен левой рукой, потому что испортил руку. Испортил руку другую. Не навсегда, надеюсь. Гвозди забивали, что делать? Нет, я чуть рассердился. Воскресенье. И кому-то дали по лицу? Не, что ты, никогда. Себя? Не. Скрипку? Стенку. Стенку? Вот это да. У меня такое хобби. Эмоциональное. Стенку калашматить? Ничего себе. А с виду такой приличный парень, а он, оказывается, со стенкой дерется. Я энергию же коплю. Пока я не на сцене, так я сдерживаюсь. А как завтра или... Нет, завтра второй полуфинал, в субботу будет финал, и вы будете выступать. Да, я буду выступать, но я гораздо больше стремлюсь к тому, что я буду болеть. Ну, это болеть. Но не заболевать. За Лену, да, из Германии, мы так понимаем. Вообще, вот когда действительно накапливается энергия, которую нужно вымещать, вот иногда не вывестил энергию, приходится кулаком об стену, а вообще как избавляетесь от этой энергии? Обычно пробую тренироваться в тренажере. Просто в тренажерном зале? Да. А какие-то виды спорта? Здесь же гор полно, сноуборд. Да, но у меня... Последние 2 года у меня просто не было времени на это. А так, да, мне нравится. Мне сноуборд это очень странный вид спорта, потому что только ты тренируешь нижние... Ну да, только ноги нагружают. Да, мускулы ноги. С утяжелителями кататься на руках, например. А вот просто, как или называется, чаще падать. кросс-кантри. Беговые лыжи? Да. Да. А биатлон, там можно и там пострелял, потом в рукопашную со штыком. Я не спортсмен, А как же санный спорт? Там вообще тогда ничего, разогнался и лежишь себе на. Зато летом, вот сейчас я
я специально отказался от нескольких концертов, чтобы у меня времени было уиндсерфингом заниматься. Здесь, в Норвегии? Да. Угу. Ну, тут, кстати, стимул есть, потому что очень, наверное, неприятно в холодную эту воду падать. Тут поэтому будешь стараться изо всех сил, чтобы не упасть. Ну что ж, здесь не такая уж холодная вода. Да, летом купаются люди? А папа даже зимой купается. Ну, викинги. Знаменитые белорусские викинги. Такой вопрос. Александр, где в Норвегии лучше всего клюет лосось? Занимаетесь ли рыбалкой? К сожалению, нет. Я даже не знаю. Лосось это что, красная рыба, что ли? Ну, я знаю лосось уже в приготовленном состоянии. Я знаю, вот тут вот очень вкусный, вчера меня угощали, лосось местный, такой немножко копченый, смоукт. Да, такой, да. Прям очень вкусно. А как вот его достать, поймать, сделать? То есть вы тоже в этом отношении вы не рыбак? Да, но можно нанять рыбака. Это сейчас так вот к промоутерам концертам. Можно нанять рыбака для концертов и выступлений. Если бы мне Александр пожал руку, пишет там из Иркутской области, я бы больше ее не мыла. Ой. Да. Так это намек мне, чтобы я не мыл, наверное, руку, поскольку мне Александр пожал. И пожмет еще и сейчас. На прощание, наверное, к сожалению, время у нас в эфире заканчивается. Ой, уже? Да. Напоследок мы послушаем еще одну песню Александра Рыбака. Я тоже думаю, из тех, что не так широко известны в России, просто потому что альбом этот не так сильно разошелся. Александр, вам спасибо большое. Будем за вами наблюдать. И вам спасибо. Да, уже на финале, в субботу, на канале «Россия-1». Друзья, вы тоже можете смотреть. Удачи, спасибо, до свидания. Спасибо вам.